Смарт-часы с изогнутым AMOLED LTPO дисплеем с технологией Always On Display, встроенным датчиком ЭКГ, наличием микрофона и динамика. Ко всему, данная модель имеет удобный интерфейс, более 100 видов тренировок, автоматическое распознавание активности, встроенный GPS, NFC-модуль, даже eSIM завезли. И это только малая часть того, что нам обещает сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Oppo Watch 3 Pro. К слову, на Oppo Watch 3 и не только у меня уже были обзоры на канале, и все бы ничего, если не один единственный минус, о котором я, разумеется, вам позже расскажу. Но не буду тянуть, перейдем же к обзору. Распаковка Oppo Watch 3 Pro поставляется в такой же белой продолговатой коробке, как и Oppo Watch 3. На ней есть изображение и название самого устройства, а также мы имеем краткие характеристики. На руках у меня, разумеется, китайская версия смарт-часов, так как глобалки до данного момента еще не появилась. Пакинг отличный, упаковано все надежно. В комплекте есть краткое руководство с QR-кодом для скачивания приложения, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, отдельно Cradle для зарядки, что очень даже удобно, но он с пинами. С другой стороны, вам не нужно будет с собой возить провод плюс Cradle, а отдельно Cradle, а Type-C-шный кабель, я думаю, все смогут найти. Как по мне, уж в Pro-версию могли бы сделать Cradle без пинов, кстати, но не стали они заморачиваться. Далее есть сами смарт-часы, две защитные пленки, за что плюс, и силиконовый ремешок, который лежит в отдельной коробке. Крепление, к слову, у ремешка фирменное. Размеры смарт-часов 50,4 на 38,5 на 12,8 мм, а вес без ремешка 37,5 грамма. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на канал, включить колокольчик, разумеется, видео это ежедневно, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзоры, не забудьте подписаться на телегу скидок, нас там уже 89 тысяч человек, взаимопомощи, нас там уже 14 тысяч человек, и мой личный телеграм-канал, где мы обсуждаем девайсы до выхода обзоров, ну и после. Предметно. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Отмечу, что из-за оболочки данные смарт-часы очень похожи на Oppo Watch 3. Несмотря на это, отличия есть, и о них я расскажу по ходу обзора. Интерфейс доступен на китайском и английском языке, русского, разумеется, нет. Но в уведомлениях текст отображается на русском языке. Поставляются Watch 3 Pro в 3 вариантах расцветки. Это платиново-черный, пустынно-коричневый и ледниково-серый. Дизайн устройства необычный, конечно, изогнутые края не новинка, но в Oppo Watch 4 Pro выглядит это очень даже аккуратно. Третья версия имела классический прямоугольный дизайн, за что, к слову, тоже спасибо, так как круглые экраны слегка уже надоели. Качество материалов у Oppo Watch 3 Pro отличное, как и сборка. На мужской руке смарт-часы выглядят хорошо, а вот на женской, как по мне, они будут выглядеть громоздко. При носке Oppo Watch 3 Pro слегка ощущается, но на удивление спать в них комфортно. По эргономике лично по мне все отлично. Ремешок из силикона тактильно приятный, застежка у него классическая из металла, охват запястья возможен от 140 до 210 мм. В другой расцветке есть еще и кожаный ремешок. Корпус смарт-часов выполнен из алюминия, с тыльной части LNP армированный стекловолокном пластик. На корпусе расположили надпись Oppo, 4 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, оптический датчик CSS, датчик SPO2, датчик освещения и барометр, а также на правом торце под кнопкой расположили датчик ЭКГ. В плане мониторинга здоровья данная модель показала себя так же хорошо, как и Oppo Watch 3, но в трешке нету датчика ЭКГ. SPO2 работает в ручном режиме, а также в автоматическом режиме в состоянии покоя. Измерение пульса может работать в ручном режиме, в смарт-режиме или в реальном времени. Уровень стресса работает в авто и ручном режиме, мониторинг сна корректный, ко всему есть оценка фаз сна. Мониторинг короткого дневного сна, дыхание после сна, автоматическое отключение музыки после обнаружения начала сна, напоминание перед сном и не только. Пульс воздуха, как и кислород в крови, не нащупывают. Настроек для мониторинга здоровья более чем достаточно, за что отдельный плюс. Измерения температуры кожи нет, а что касается ЭКГ, все прекрасно понимают, что смарт-часы с таким датчиком не являются медицинским прибором, и результаты измерения только для личной справки. Но отмечу, что данная модель имеет программное обеспечение, которое получило сертификат регистрации медицинского устройства 2 класса, опять же не на территории Российской Федерации. В целом измерение ЭКГ работает хорошо, стандартно нужно скачать приложение для работы этой функции, разумеется, все на китайском языке. Удобства в этом деле мало, точнее 0, но после измерений можно посмотреть синусовый ритм, графики, полезную информацию не только. Те, кто разбираются и сами являются медиками и могут сравнить, может быть, что-то полезное из этого вынесут. Остальным поиграться. Также в меню можно найти исследование состояния сосудов. Функция полезная, но насколько результаты измерения точны, сказать трудно. Точнее, по мне, даже невозможно.
Нужно реально медицинское обследование по полной проходить, чтобы сказать, часы врут или нет. Для того, чтобы измерять несколько показателей сразу, представили измерения в одно касание, что удобно. Далее на корпусе также есть громкий динамик с качественным звучанием и микрофон. На правом торце расположили одну физическую кнопку колесика с текстурой диска из нержавеющей стали. В стоке она выполняет функцию перехода в меню, включение-выключение, перезагрузки устройства, включение энергосберегающего режима. Можно совершать экстренный вызов, а также двойным нажатием можно открыть недавние открытые приложения. Функция прокрутки на борту, она сопровождается тактильно приятной вибрацией, и в целом прокручивать меню, уведомления и так далее удобно. Вибромоторчик хороший, и силу вибрации настроить можно. Мультизадачность поддерживается. Повесить переход к любому другому приложению можно прямо через смарт-часы. Летим дальше. Изогнутый AMOLED LTPO дисплей на 1,91 дюйма с 3D стеклом и разрешением 378 на 496 пикселей. Always On дисплей в наличии, работает он по расписанию, здесь он реализован куда лучше, чем в третьей версии. Стиль AODA зависит от циферблата, выглядит очень круто, как по мне. Плотность пикселей 326 ppi, рамки у Watch 3 Pro небольшие и симметричные, за что плюс. Скроллинг плавный, перемещаться по интерфейсу удобно. Минус заключается в покрытии экрана, оно не столь приятное, как при использовании в тех же Oppo Watch 3. Ко всему очень оно марко, и палец по нему скользит с затруднением. Разумеется, из-за подобной технологии изогнутого экрана, но минус есть, и это факт. В любом случае, наклеиваем защитную пленку, которая идет в комплекте, и дела обстоят лучше. Картинка яркая и насыщенная, яркость шестиступенчатая, автояркость на борту, и работает она корректно. В солнечный день при прямом попадании света на экран с максимальной яркостью яркости хватает. Время до отключения экрана максимум 60 секунд, чего в принципе достаточно. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту, как и включение тапом. Все дело работает быстро и просто. При повороте запястья экран загорается моментально. Установить пароль на смарт-часы можно. Также есть режим «Не беспокоить», ночной режим, режим в школе, даже про-геймер режим и так далее. Настроек достаточно, как вы понимаете. По свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, в которой есть все необходимое. Слева направо еще одна панель с быстрым доступом, но уже к приложениям. Настроить данную панель можно что удобно. Справа налево виджеты мониторинга здоровья с достаточно информативными графиками, а снизу вверх уведомления. Меню с большим количеством приложений, перечислять все займет много времени. С одной стороны, это не особо и актуально, так как большее количество приложений на китайском языке. Конечно, данная модель имеет диктофон, телефонную книгу, магазин с циферблатами, магазин с приложениями, календарь, мониторинг здоровья, музыкальный плеер, через который можно прослушать музыку, загруженную на сами смарт-часы и не только. Есть игра наподобие тамагочи, дыхательные и релаксационные упражнения, погода и все необходимое, что может быть в смарт-часах. К слову, загружать сторонние приложения можно, как и в Oppo Watch 3. Интерфейс удобный, все настраивается и персонализируется очень просто. Теперь по железу. Здесь установлен процессор Qualcomm Snapdragon W5 и Apollo 4+. Операционная система ColorOS 5 версии, оперативки здесь 1 ГБ, встроенной памяти 32 ГБ. Bluetooth версии 5.0. Очень странно, потому что есть уже 5.3 и часы не дешевые, но вот так они решили, как с пинами примерно. Подключить Bluetooth наушники можно, а вот нагрудный датчик Polaris 10, как из Oppo Watch 3, у меня не подключился. Может быть, через какую-то китайскую отдельную программу, но я ее не нашел. Есть поддержка Wi-Fi на 2,4 ГГц, поддержка eSIM, NFC модуля, что для нас не актуально, как вы понимаете. Есть обнаружение падения с вызовом в службу помощи или контакта, которые вы сами заведете в приложении. GPS-навигация, разумеется, на борту. Местоположение смарт-часы в помещении определяют за 8 секунд, на улице около 3 секунд, что мега быстро. Карты все так же не прогружают, хоть маршруты строятся, но здесь дело в локации в первую очередь, мне кажется, потому что, еще раз повторяюсь, что не в каждой стране ты их еще и активируешь, кроме Китая. Тренировок на борту более 100 видов, есть автоматическое определение 6 видов спорта, 5-минутные тренировки, шаблоны для тренировок, режим многомерного теннисного движения, но все это на китайском языке. Для занятий спортом различных настроек вспомогательных функций достаточно. Отслеживание плавания есть, как и различные напоминания. Во время тренировки пользоваться плеером можно. Ко всему, тренировка может работать в фоновом режиме. Звонить со смарт-часов, используя Bluetooth вызовы, также можно, но напоминаю, что здесь есть eSIM. Было бы хорошо, чтобы он еще работал, правда? Но в китайской версии в Китае он работает. Входящий звонок можно принять или сбросить его, заготовки есть, но на английском и китайском языке. Уведомления приходят моментально. Текст отображается на русском, смайлики и иконки приложений также все отображаются. Длинный текст необходимо дочитывать на самом смарте, отвечать на сообщения можно различными видами ввода текста, но это не особо важно, так как при отправке смайлов получатель видит чаще всего китайские иероглифы. Матрица, не думаю. Получается, что мы можем разговаривать через смарт-часы, звонить с них, просматривать уведомления и, по большому счету, все. Емкость аккумулятора 550 мАч на 150 мА больше, чем у трешки.
Полный цикл зарядки занимает 1 час 10 минут. По времени автономной работы даже без LTE сетей, без использования NFC и прочих функций, которые нам не нужны, смарт-часы прожили у меня на одном заряде около 4,5 дней. 10 минут подзарядки по моим тестам хватает на 13-14 часов. Отмечу, что есть два режима работы. Это смарт-режим и режим энергосбережения. Как по мне, делать выводы за счет автономности я не вижу смысла, так как по факту непонятно, сколько они прожили бы при использовании, допустим, того же LTE. Если у тебя eSIM загружено, то вполне возможно, они больше 2 суток и не проживут. Водонепроницаемость на борту класса 5 атмосфер, как у Oppo Watch 3, разумеется, я окунул их в воду, по итогу с ними все хорошо, функционал рабочий, внешние смарт-часы не пострадали. Плавать с ними можно, как и принимать душ. Но купаться в соленой воде и ходить в баню, разумеется, я не советую, как и с любыми другими устройствами. Приложение HeatUp Health нужно скачивать, отсканировать QR-код, который есть в кратком руководстве. Советую при регистрации аккаунта сразу выбрать регион Китай. Приложение доступно на английском языке. В приложении есть 3 вкладки. Вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами. На главной странице Oppo Watch 3 Pro мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, которых более чем достаточно, ко всему есть многофункциональные циферблаты, анимированные циферблаты, но вот любую фотографию установить на заставку возможности я не нашел, как и в третьей версии. Далее есть вкладка для загрузки музыки, настройка карт и eSIM, настройка мониторинга здоровья, настройка уведомлений, настройка устройства и обновление прошивки. И мне обновления уже прилетали, но сказать, что появились какие-то весомые изменения в работе, я не могу. Минусы: китайской версии без какой-либо оптимизации под другие страны, нет на данный момент глобалки и непонятно, когда она будет. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на YouTube канал, на Telegram каналы, которые я перечислял, это взаимопомощи, скидок и мой личный Telegram канал. Поставить колокольчик и написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Любую дичь, даже ту, которая продается только в Китае. Как вы уже поняли, это не проблема. Куплю и расскажу. Резюмирую. Умные часы Oppo Watch 3 Pro — интересное носимое устройство. Не скажу, что оно мега топовое. Если не брать в счет, что это китайская версия, то, как по мне, Oppo Watch 3 Pro функционалу, дизайну, задумке и не только могут в легкую соперничать с другими смарт-часами в этой ценовой категории. И мы не смотрим цену на Али, потому что они по неведомой мне причине продают данные смарт-часы на 40% дороже, чем в Китае. Если наценка на сами смартфоны иногда достигает отрицательных значений, то наценка на умные часы почему-то просто сумасшедшая, особенно у Oppo. От меня китайской версии, разумеется, нет. Если будет глобалка, разумеется, да. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, знайте, вы помогаете проекту. Огромное вам спасибо. И огромное спасибо всем, кто посмотрел данный обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья.